Дмитрий Степанович, еще довольно крепкий мужчина, несколько лет назад, вышедший на пенсию, работал дворником в одном из микрорайонов большого города. Работа дворника несложная, но тяжелая. Веренную территорию в любое время года, в любую погоду нужно содержать в чистоте и порядке. Он любил свою работу. Целый день на свежем воздухе. Да и физический труд в умеренных количествах еще никому не принес вреда. К тому же, был он бездетным вдовцом, так уж жизнь распорядилась. И сидеть целыми днями дома было в тягость одинокому человеку. За день мимо него проходили тысячи людей, спешащих каждый по своим делам, на остановку, на работу, на учебу, в магазины и еще во множество нужных им мест. Они не вызывали интереса у дворника, занятого уборкой. Только один человек, начиная с этой весны, привлекал его внимание. Каждый день в одно время мимо проходил бездомный дед, тащивший за собой обтрепанные мешки и пакеты, привязанные к большой, оглушительно скрипящей сумке на разбитых колесах. На общем фоне это была довольно колоритная личность. Седая борода, растянутая почти как колпак гнома, вязаная шапка, видавшая виды, порванная местами ватная куртка и старые, подшитые не раз и не два растоптанные валенки с резиновыми калошами. Все это было такое же старое, выцветшее, безнадежно печальное, как и сам их обладатель. Дворник отрывался от своей работы и приветливо кивал бродяге, как старому знакомому. Старик, выпрямившись, по-военному отдавал ему честь и, сгорбившись, снова брел дальше. Иногда он останавливался, доставал из мешка корку хлеба, бережно, не спеша съедал и продолжал свой путь, который лежал к мусорным контейнерам. Здесь был своего рода супермаркет для бездомного, еда, одежда и другие нужные вещи, выброшенные горожанами. Деда здесь никто не гонял, и, что самое главное, здесь был большой старый парк, в зарослях которого можно было укрыться и отдыхать, думать о жизни своей никудышной. Наступала зима. Пережить холода бездомному было негде, и он соорудил себе будку из картона, натасканного от большого магазина. Этот заросший кустарниками и вековыми раскидистыми деревьями самый дальний уголок парка с будкой, накрытый тряпьем и брезентом с помойки, и стал ему домом. Потом у жителя парка неожиданно появилась семья. К нему прибилась хромая худющая, безымянная дворняга. Заглянув в глаза старика, забыв о вечном страхе перед побоями, которые часто доставались ей от двуногих, она подошла и положила голову на его колени. Во взгляде ее была тоска по человеческому теплу, по самой малой ласке и боль от пережитых страданий. Бродяга все понял и не прогнал ее. Пес всюду ходил хвостом за хозяином. Бывало, что и ему перепадала корка хлеба. Дмитрий Степанович, как всегда, поприветствовав деда, наблюдал за этой парочкой. Вот волочится бомж, а собачонка поодаль за ним бежит, хромает и начинает отставать. Дед остановился, покопошился в своих мешках, достал что-то и съел, а дворняжка стоит рядом и так преданно ему в глаза заглядывает. Он ласково что-то пробубнил и ей кусок бросил. Бродяжка начинает есть с благоговением, наслаждаясь вкусом, как будто ей вырезку телячью преподнесли. А дед смеется, говорит ей что-то, а она смотрит на бомжа, так вся и сияет, даже отвечать что-то пытается. Ну, не дать не взять, человек. Да и только. И такие они в этот момент счастливы были, что у дворника почему-то от этой картины сердце жалось и слезы подступили. А потом бомж вдруг пропал. Может, ушел куда-то дальше бродить или что похуже случилось. Мало ли бездомных зимой погибает. Обычное дело. Через пару дней дворник, чтобы не терять времени и закончить уборку побыстрее, зашел в магазин и купил себе бутылку кефира и пару сдобных булочек. С ними он расположился на скамейке и приступил к трапезе. Вдруг откуда ни возьмись перед ним предстала дедова худющая дворняжка. Дрожа, собака так смотрела на него умными, слезящимися глазами, что кусок в горло не шел. «Где же твой хозяин?» — спросил Степаныч.
Ответа, конечно, не было, а он и не ждал. Просительница только тихонечко умоляюще поскуливала. Он отдал ей оставшуюся булочку. Удивительно, но дворняжка, едва держащаяся на ногах от голода, не набросилась на сдобу, а куда-то унесла. С наступлением весны дворник вновь увидел деда. Тот подошел и протянул что-то, зажатое в руке. «Купи, мил человек, я недорого отдам. Мои они не ворованные, не подумай. Только я их нашел или мне дал кто, не помню». В руке у бомжа были командирские именные часы с гравировкой: майору Савельеву Андрею Прохоровичу за успешное выполнение особого задания. Министерство обороны РФ с указанием даты, по которой было ясно, что часы чужие. «А где же ты, дед, был и зачем продаешь часы?» Старик тяжело вздохнул, присел на скамью и рассказал свою грустную историю. Его сильно избили и ограбили на московском вокзале. Где он и откуда, после того, как очнулся, не помнил, очень сильно болела голова. Скорая в больницу его не взяла. Пьяный просто, отлежится и все. Дальше пойдет. «У нас таких больных на каждом вокзале по десятку», заявила фельдшер. «Да я не в обиде. Жив остался и слава богу». «Похоже, что не врет», — подумал дворник. Все то время, что пропадал, дед болел, у него отказали ноги, и он, не вставая, лежал в своей картонной избе. Преданная дворняжка целыми днями согревала бомжа, лежа то у изголовья, то на ногах, то у спины, отдавая последнее тепло своего исхудавшего тела своему дорогому человеку. «А где же она?» — не удержался собеседник. Старик поник головой. «Ей бы по морозам-то бегать, хоть как согреваться. А она все от меня не отходила, грела и грела. Поверишь ли, булочку откуда-то мне принесла, да в лицо пихала, чтобы я, значится, с голоду не помер». Старик умолк, смахивая слезы с морщинистых щек. «Все тепло мне отдала, выходила. А теперь сама лежит, околевает, сердешная. Купи, прошу, я хоть лекарство какое, да колбаски ей принесу». Дмитрий Степанович решительно поднялся. «Идем». Он нес на руках серую легкую собачку в свою теплую дворницкую. Дед ковылял сзади. Придвинув топчан к горячей батарее, принес батон хлеба, молока, подогрел его, напоил собаку и деда. «Спите, я вас закрою, а рано утром приду. Только смотри, дед, чтобы тихо было, а не то всем нам не сдобровать, выгонят в 2 счета». Но опасения его были напрасны. Бомж уже крепко спал, прижав к себе единственного друга. Они проспали почти 2 суток. Дмитрий Степанович направился прямиком в опорный пункт к местному участковому. «Михаил Иванович, выручай, тут такое дело». Благодаря питанию, теплому углу и заботе, волчок стал потихоньку поправляться. Дед выводил его на улицу по ночам, чтобы никто из жильцов не увидел и не пожаловался. Старик повеселел и тоже преобразился. Степаныч сводил его в баню, где бродяга отмокал полдня, там же его подстриг и побрил парикмахер. Потом одел в свои старые чистые вещи и только тогда сфотографировал. Дворник нервничал. Скоро в пустующую дворницкую должны были поселить нового работника со смежного участка. Через несколько дней вечером к Дмитрию Степановичу пришел участковый. Человек, которому принадлежали именные часы, проживал в районном центре Саратовской области и опознал по фото своего отца Прохора Алексеевича, пропавшего почти 4 года назад. Он поехал в Москву на похороны своей сестры и как в воду канул. Поиски результатов не принесли. Сын прибыл через 2 дня. «Ну, ты даешь, батя, где же ты был? А я уже и дом твой продал. Думал, что все, не увижу тебя больше. Ладно, все это пустяки. Домой поедем». Отец его явно не узнал, хотя и стал называть сыном, а волчок боялся, как огня, и все время прятался. Деду с помощью участкового выправили справку, и они уехали домой. Волчка, несмотря на слезные просьбы старого отца, сын с собой не взял. «Сынок, ну как же это? Он же булочку сам не съел, мне принес, а я его
Выходит, брошу. Но тот и слышать ничего не хотел. Не хватало еще заморачиваться с бездомной собачонкой, считая, что ему с лихвой хватит и потерявшего память отца, похоже, впавшего в детство. Дмитрий Степанович смотрел на все это, и на душе кошки скребли. Неприятен был ему этот человек, чувствовалась в нем какая-то фальшь, и, как оказалось, не зря. Забрал он волчка себе, не вышвыривать же опять на улицу такого преданного и благодарного пса. Через месяц он позвонил по оставленному номеру телефона, чтобы узнать, как дела у деда Прохора. Андрей Прохорович сообщил, что документы отцу восстановили. Он получает пенсию и на нее отлично живет в интернате для престарелых и инвалидов. Ему там очень нравится, только скучает и плачет, как ребенок, о своей собаке. «Меня, сына, не помнит, зато по какой-то шавке плачет», заключил он со злостью в голосе. А через 2 месяца деда Прохора не стало. Волчок живет с Дмитрием Степановичем. Он теперь почти даже и не хромает. Чистый, сытый, он провожает своего хозяина на работу, а потом с великой радостью встречает и, улучив момент, благодарно прижимается к его ногам. Похоже, он понимает, от какой участи спас его этот человек.